Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Яна, и я очень рада приветствовать вас на канале Сижу Вяжу. Сегодня я хочу продолжить серию ажурных несложных узоров, которые подойдут для летних изделий. Такого плана узор я уже выкладывала, и вам он очень понравился. Я обещала вам показать еще один узор в похожей технике. Мы сегодня вместе с вами провяжем этот узор поворотными рядами, и я расскажу вам, как он вяжется по кругу. Ну а для того, чтобы провязать этот узор поворотными рядами, наберите на спицы количество петель кратное 3, одну петлю для симметрии и 2 кромочные. В высоту этот узор состоит всего из 4 рядов. Для своего образца я набрала 3 раппорта, одну петлю для симметрии и 2 кромочные. И мы начинаем вязать этот узор с установочного ряда. Нулевой установочный ряд мы провяжем изнаночными петлями. В конце каждого ряда я буду провязывать кромочную петлю тоже изнаночной петлей. Первый лицевой ряд. Кромочная. Первая петля изнаночная. Далее мы делаем накид и провязываем 2 петли вместе одной лицевой за заднюю стенку. Это является раппортом первого ряда. Повторяем. 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Еще раз. Изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. В конце остается петля для симметрии, мы провязываем ее изнаночной. И в конце кромочная. Второй изнаночный ряд мы провязываем по рисунку. То есть кромочную переснимаем, 1 лицевая, 2 изнаночные. Накид прошлого ряда мы провязываем изнаночной петлей. Это раппорт второго ряда. Вяжем так до конца ряда. 1 лицевая, 2 изнаночные. Лицевая, 2 изнаночные. И в конце петля для симметрии тоже провязывается лицевой петлей. Третий лицевой ряд. Кромочная. Первая у нас изнаночная петля. Далее мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой и делаем накид. Раппорт третьего ряда. Повторяем. Изнаночная, 2 вместе лицевой, накид. Еще раз. Изнаночная, 2 вместе лицевой, накид. В конце петля для симметрии провязывается изнаночной петлей и кромочная. Четвертый заключительный ряд раппорта высоту провязывается точно так же по рисунку. Кромочную переснимаем, 1 петля лицевая, 2 изнаночные. 1 лицевая, 2 изнаночные. Лицевая, 2 изнаночные. И в конце ряда петля для симметрии провязывается лицевой и кромочная. Ну а теперь давайте я вам расскажу, как ориентироваться в этом узоре, чтобы не запутаться. В основном раппорт этого узора не сильно деформируется, а изменяется в нем лишь то, что у нас в разных местах делается накид. Как очень легко запомнить. У нас в раппорте идет изнаночная, накид и 2 петли, которые мы провязываем вместе. Так вот, в первом ряду у нас накид будет всегда делаться перед тем, как провязать 2 вместе одной лицевой. А в третьем ряду, после того, как мы провязываем 2 вместе одной лицевой, мы будем делать накид. Давайте посмотрим, как это делается на практике. Повторяем первый ряд, кромочная. Итак, изнаночная. В первом ряду, повторюсь, мы делаем накид перед тем, как провязать 2 вместе одной лицевой. Делаем накид, провязываем 2 вместе лицевой. Это раппорт первого ряда. Давайте повторим. Изнаночная. Сначала делаем накид, потом провязываем 2 вместе одной лицевой. Еще раз. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку и петля для симметрии изнаночная. В конце кромочная. Все изнаночные ряды мы провязываем одинаково. 1 лицевая, 2 изнаночные. Петля для симметрии провязывается лицевой и кромочная. И вот теперь смотрите третий ряд. Кромочную переснимаем, также провязываем 1 изнаночную. И нам может служить подсказкой то, что уже
в предыдущем ряду был накид. Вот он виден. И это будет нам говорить о том, что тут накид мы делать не будем. Поэтому мы провязываем сначала 2 вместе одной лицевой, и только после этого мы делаем накид. И тут тоже видно, что накида нету, значит мы его делаем. Давайте повторим. 1 изнаночная, 2 вместе одной лицевой, и только после этого мы делаем накид. И последний раппорт. Изнаночная. Накид мы тут не делаем, так как он уже был в предыдущем ряду. Провязываем сразу 2 петли вместе одной лицевой. Тут у нас поблизости накида не было, поэтому мы делаем накид и провязываем петлю для симметрии изнаночной и кромочной. Ну а изнаночный ряд мы точно так же провязываем, как и предыдущие ряды, одинаково. 1 лицевая, 2 изнаночные. Надеюсь, моя подсказка вам поможет, и вы будете с легкостью ориентироваться в этом узоре. Ну а для тех, кто хочет провязать этот узор по кругу, наберите на спицы количество петель кратное 3 плюс 1 петлю для замыкания в круг. Нечетные ряды 1 и 3 мы провязываем точно так же, как и при поворотном вязании, а четные ряды 2 и 4 мы вяжем по рисунку. То есть 1 изнаночная, 2 лицевые. Ну а теперь давайте рассмотрим образец побольше. Провязав этот узор повыше, мы получим вот такой красивый ажурный узор. Как вы могли убедиться, узор вяжется очень просто, полотно растет очень быстро, оно получается легким, дышащим, прекрасно подойдет для летних и весенних изделий. Вязать из него можно любые плечевые изделия, в том числе топики, маечки и различные аксессуары. Также данное полотно прекрасно держит форму. Конечно же, вы видите, что оно не косит и смотрится очень даже симпатично. А вот так этот узор смотрится с изнаночной стороны. Данный образец был провязан пряжей, в состав которой входит 90% акрила и 10 бамбука. Плотность этой пряжи составляет 240 метров на 100 грамм, а спицы для него я использовала 3,5 миллиметра. Ну а на этом я завершаю свой мастер-класс. Если вам понравился узор, не забудьте отметить это пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. А я искренне благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего самого доброго, хорошего настроения и побольше прекрасных, радостных вам событий в жизни. Всем пока!